Предлагаю вашему вниманию маленькие пинетки-ботиночки. Они нейтральные, верх белый, связаны очень просто, без всяких дополнений. Как украшение у меня люверсы. Ботиночки связаны из остатков пряжи. Хочу показать вам, что можно из остатков пряжи связать великолепное изделие. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Сегодня предлагаю вам маленькие пинетки-ботиночки. Сейчас замерю их. 10 сантиметров по подошве. Связаны из остатков пряжи. Если используется несколько цветов остатков пряжи, чтобы они были по толщине, ну и желательно по качеству одинаковые. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и будем вязать вторую пинетку. А я начинаю. Для работы мне понадобится немного материала. Это пряжа двух цветов, нежно-оранжевого цвета и белого. Белого мне понадобится больше, так как полностью все изделие, кроме подошвы, буду вязать вот нитками белого цвета. У меня остатки, поэтому вот такой клубок, его, конечно, недостаточно. Он должен быть примерно вот такого размера для того, чтобы связать две подошвы. Только две подошвы. Внутренняя подошва будет белого цвета. Белой пряжи мне понадобится больше, чем вот такой пряжи. Пряжа такого цвета. Вот у меня есть пряжа другого цвета, но они аналогичные. Это одно и то же качество, одна и та же фирма. Написано 50% хлопок, 50% вискоза. Здесь написано в 50 граммах 130 метров. Белая пряжа — это вот такая пряжа. Так как я сказала, у меня остаток пряжи. Должно быть больше, так как одна пинетка уже связана. У меня белой пряжи пока нет, я не покупала, это остаток. У меня есть пряжа такого же качества, только другого цвета, зеленого. Написано 100% полиакрил микрофаза. В 50 граммах 170 метров, но пряжа оказалась толще, так как здесь написано 130, а здесь 170, но по толщине они одинаковые. Крючок номер 2. Этим крючком я буду вязать полностью все изделие, начиная от подошвы и заканчивая верхней частью. Крючок меньшего размера. Этим крючком я прячу остатки пряжи, подбираю какие-то тонкие петли, ножницы, два маркера, люверсы номер 4. Вот эти люверсы нужны щипцы именно размера этого номер 4. Понадобится клей и резиновая прослоечка. Я думаю, что у вас продается такая. Вот на русском здесь нету, здесь есть на болгарском языке резиновая подстилка или прослойка. По-немецки называется мозгуми. Сейчас посмотрим, сколько у нее толщина. 2 миллиметра. Очень гибкая, очень эластичная. Так как у меня подошва вот такого цвета, то я сделала подходящую под цвет моей подошвы. Я подклеиваю только середину, края оставляю свободными, чтобы мне было потом удобно собрать свою пинетку, привязать вторую подошву. Свое изделие начинаю вязать с подошвы. На 2 ботиночка мне нужно 4 подошвы связать. 2 подошвы вот такого приятного кремового цвета или нежно-оранжевый и 2 белых подошвы. Убираю ее в сторону и буду начинать вязание с белой подошвы. Белая подошва у меня находится внутри. Есть вязание такой подошвы. Несколько вариантов. Есть укороченный вариант и есть полноценное видео. Вязала я 17 воздушных петель, по окончании работы 72 петли. Беру подошву белого цвета, разворачиваю на лицевую сторону. Вот она, лицевая сторона. На изнаночной стороне, как правило, я оставляю хвостики, не обрезаю их, так как эта подошва потом будет вместе связываться, поэтому ничего видно не будет. Сначала разворачиваю на лицевую сторону, крючком ищу условную середину, вкалываю крючок, разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Петли можно крайне растягивать, чтобы вам хорошо было видно. И вкалываю крючок в рядом стоящую петлю. Образовывается уголок. Этим самым я начинаю делать нулевой ряд. Я его называю нулевым рядом, потому что он в работе, как правило, не участвует. Он дает возможность перейти на другую плоскость, на 90 градусов. Делаю воздушную петлю, хвостик остается. И во вторую петлю, вот которая была вторая, вкалываю вновь крючок, она теперь будет первая, и в рядом стоящую петлю.
Это значит, что в каждую петлю мы будем вкалывать крючок 2 раза. Провязываю столбиком без накида. Во вторую петлю она становится первой. В рядом стоящую петлю образовывается уголок. Провязываю, вывожу крючок и провязываю вместе столбиком без накида. Вторая становится первой. Формируется уголок. В рядом стоящую петлю вкалываю крючок, формируется уголок. Провязываю столбиком без накида. У меня получается небольшой ряд, поэтому я его не считаю за ряд. Со стороны подошвы открытые петли. За эти петли я буду привязывать свою вторую подошву. Разворачиваю изделие на лицевую сторону и вижу вновь открытые петли. Я делаю подготовку для вывязывания бортика. Так мне нужно провязать до конца ряда, и я вам покажу следующий этап работы. Итак, нулевой ряд провязан. Мне остается соединить этот ряд соединительной петлей. Петля подъема, и из этой же петли вывязываю вновь петлю полноценную. Теперь я приступаю к вязанию бортика, основного бортика. Это был нулевой бортик, и теперь основной бортик, который будет состоять из 6 рядов. Буду я вязать 5 рядов столбиками без накида, без изменений, не прибавляя и не убавляя петли. Это значит, у меня будет в процессе вязания по-прежнему 72 петли. Бортик будет состоять из 6 рядов. Значит, 5 рядов без изменения. Шестой ряд – это заключительный ряд, в котором я убавлю на мысе 4 петли для того, чтобы закруглить свой мысик. Мне так нравится, выглядит очень красиво. Я провяжу 5 рядов самостоятельно и последний заключительный шестой ряд покажу вам. Провязала 5 рядов в высоту и вот начала шестой заключительный ряд моего бортика. В работе появились два маркера. Маркерами я отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Я буду в этих центральных 20 петлях убавлять 4 петли. Интервал между убавлениями будет также 4 петли. Итак, довязываю до конца, так как здесь никаких изменений, также столбиками без накида. Снимаю маркер, петлю под маркером провязываю обыкновенно столбик без накида. И со следующей петли я буду забирать только половинку петли, первую переднюю сторону. 1 и 2. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями 4 петли. 1, 2, 3 и 4. И вновь убавление. Точно так же за половинку петли раскалываю петлю. Один раз и второй раз. Провязываю вместе столбик без накида. И так далее. Вновь 4 петли. Интервал 1, 2, 3, 4. И вновь убавление. Я убавила уже 3 петли, мне осталась последняя заключительная петля. И провязать до конца этот ряд, и бортик будет готов. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Бортик связала, за счет убавления появился у меня закругление. И вновь маркеры. Маркерами я отметила центральные 32 петли. Петли под маркерами в работе не участвуют. Из этих 32 петель я буду вывязывать мыс. Начало мыса будет состоять из 8 петель. 32 минус 8 будет 24. 24 петли – это петли на прибавление мыса и на боковинке до маркеров, на, так сказать, удлинение. 24 поделить на 2, так как это на 2 стороны, будет 12. С 13 петли начинаю вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. С 13 петли буду вязать за полную петлю. Закрепляющая первая петля. И из этой же петли вывязываю полноценную петлю. Подтягиваю остаток пряжи. 1. Одновременно ввязываю
Остаток пряжи вязания 2, 3, 7 и 8. Первый ряд из 8 петель моего мыса готов. Чтобы убедиться, что я на середине, я проверю с другой стороны. Должно быть также 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все отлично. Продолжаю вязание. Следующие 2 петли соединительные. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 8 и новая 9 петля. С другой стороны крючок завожу с лицевой стороны, вкалываю вовнутрь, провязываю первую соединительную петлю и таким же способом вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание, и вот с лицевой стороны уже видно первая петля, вторая и так далее. Первую петлю пропускаю нить сзади и начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 9 и новая 10 петля. Для мыса мне нужно 12 петель. Значит, нужно прибавить еще 2 петли. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я сформировала центральные 12 петель и больше прибавлять не буду. Теперь я буду вязать в длину, продвигаться к маркерам. Вяжется это точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Теперь я петли прибавлять не буду, поэтому нитью перекрываю первую петлю, вторую петлю пропускаю и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 10, 11 и 12. У меня по-прежнему 12 петель. С другой стороны точно так же крючок завожу с лицевой стороны, подхватываю нить, провязываю первую соединительную петлю и таким же способом вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание. Здесь уже видно первая, вторая и третья. Первую и вторую пропускаю, начинаю вязать с третьей петли. Вот так. Мысик начинает потихонечку формироваться. У меня до маркеров осталось 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я провяжу 2 ряда самостоятельно, чтобы у меня с каждой стороны осталось по 4 открытые петли. И покажу вам следующий этап работы. Провязала еще 2 ряда самостоятельно, и у меня осталось с каждой стороны по 4 открытых петли. Я их буду вязать немножко иначе. Также будет соединительная петля 1 и 2, но только я буду раскалывать петлю и буду вывязывать с середины петли. Вот таким образом. 1 и 2. Также разворачиваю вязание без петли подъема и с третьей петли начинаю вязать мыс, серединку. По-прежнему должно остаться 12 петель центральных, так как я больше не прибавляю. 11 и 12. С этой стороны точно так же раскалываю петлю на половинку, провязываю только половину петли, заднюю сторону, заднюю часть петли. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Также разворачиваю вязание и по-прежнему вяжу с третьей петли, чтобы осталось центральных 12 петель. Вот что получается. Формируется красивый закругленный мысик. И остается еще до маркера 2 петли, открытые 2 петли. Они вяжутся аналогично не за полную петлю, а из середины. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, сформировала мысик. Ни одной петли до маркеров нету. Все провязала петли. И теперь приступаю к вязанию язычка. Это я, значит, получается, буду продолжать вязание. Язычок у меня прямой. Вяжется он
Очень просто ровное вязание туда и обратно. После того, как провяжу язычок, нужную мне высоту, я его просто со всех сторон обвяжу, чтобы все края были ровные. Я наберу с каждой стороны по одной петле, для того, чтобы язычок был немножко шире, чтобы состоял из 14 петель. Так, это я с первой петли прибавлю одну петлю, значит, из одной петли вывяжу 2, и в последней я вывяжу также 2 петли, чтобы у меня сформировалось 14 петель. Буду продолжать также столбиками без накида. Вот так. Я ориентируюсь от начала мыса. Буду считать парами. Вот она пара. Первая, вторая. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мне надо 12 пар, чтобы было 24 ряда. Это значит ровно половину. Я провяжу язычок самостоятельно, обвяжу его и покажу вам следующий этап работы. Передняя часть пинетки готова. Обратите внимание, сделала язычок прямой, обвязала его. Никаких сложностей в этом нет, поэтому на этом останавливаться не будем. Теперь приступаю к задней части пинетки. Для того, чтобы мне удобнее было вязать, я язычок заверну. Мы оставляли, когда провязывали переднюю часть пинетки, мы оставляли 4 полупетли. Провязывали только за одну часть, раскалывали петли и оставили 4 полупетли. Вот они, 4 полупетли. Вот она первая, вот вторая, третья и четвертая. Я начну вязать со второй петли, если начинать с самого начала. Вот эту первую петлю я пропущу. Начну вязать со второй полупетли. Посмотрите, какое расстояние от второй петли и до окончания мыса и переход на язычок. Вот это как раз запах для того, чтобы не было дырочек. Видите? Чтобы язычок прятался за боковиночки задней части пинетки. Вот эти 4 полупетли как раз мне понадобится в вязании. Первая петля закрепляю. И из этой же полупетли вывязываю вновь петлю полноценную. Подтягиваю остаток пряжи. Одновременно буду ввязывать этот остаток в вязание. Вот вторая полупетля и вот она третья. Она, как правило, очень тонкая, поэтому если вам не удастся поднять петлю именно вот этим крючком, которым вы вяжете, то можете взять крючок меньшего размера. Итак, у меня 3 полупетли провязаны, и я перехожу уже на полноценные петли, на те петли, которые состоят из двух частей. Заднюю часть пинетки буду вязать столбиками без накида. Вот таким образом я вязала остаток пряжи вязания. Вот так. Этот хвостик я вяжу точно так же в вязание. И с другой стороны, вот обратите внимание, я провяжу только 3 петли, 3 полупетли. Последнюю полупетлю я оставлю еще открытой. Еще не буду провязывать. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам второй ряд. Первый ряд провязала, теперь приступаю к вязанию второго ряда. Второй ряд считается четным, поэтому все четные ряды, второй, четвертый, шестой, в этих рядах я буду пропускать с каждой стороны по одной петле. Это значит, в каждом ряду я буду пропускать по 2 петли. Это четные ряды, второй, четвертый, шестой. Я не буду провязывать эту петлю, я ее просто пропущу. Начну вязать со второй петли. Этим самым я буду делать скосы на боковинках. Вот так. Пока это не видно, но при вязании в высоту, провязывании нескольких рядов, уже видно вот эту трапецию, убавление видно. Задняя часть пинетки, высота состоит из 8 рядов. Мне нужно провязать 8 рядов, и я вам покажу следующий этап работы. Провязала 8 рядов в высоту. Обратите внимание, появился скос, но не очень такой пологий, потому что я убавляла в каждом втором ряду. Поэтому так красиво получилось. С другой стороны точно так. Теперь обвяжу полностью свое изделие для того, чтобы края, вот эти вот боковинки, были ровные. Не все мастерицы имеют люверсы, а может быть и не хотят, поэтому я
всегда делаю ровные края для того, чтобы дырочки для петелек были со всех сторон ровные. Для этого я делаю большую петлю, пропускаю полностью изделие через вот эту огромную такую петельку, аккуратненько затягиваю ее и в работу теперь буду вводить вот эту самую первую, самую последнюю петлю. Вот она. Делаю протяжку, вот так сильно натягиваю, чтобы было свободно, но не очень. И буду обвязывать со всех сторон заднюю часть пинетки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и верхушка, самая вершина, 9 петля. Одновременно ввязала протяжку. Теперь я перехожу на другую плоскость, чтобы не стягивала этот угол. Из одной петли провяжу 2 раза. Обвяжу вверх пинетки, спущусь вниз и сформирую также 9 петель. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Провязала с двух сторон, обвязала, сформировала с этой стороны и с другой стороны также 9 петель и оставила маленькую петельку. Нить с лицевой стороны разворачиваю вязание на изнаночную сторону и вот подбираю последнюю петлю с другой стороны, полупетлю, петельку вместе стягиваю и провязываю вместе. С изнаночной стороны я буду формировать дырочки для шнурка. Я не провязываю, не закрепляю, я начинаю вязать для того, чтобы не было узлов. Первая петля столбик без накида и вторая петля столбик без накида. 2 воздушные петли это для дырочки. Петлю пропускаю и промежутки между петельками будут 2 столбика без накида. 1 и 2. 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, я вышла на вершину. Я сформировала 3 петли. Также с изнаночной стороны обвяжу вверх пинетки и с другой стороны сформирую 3 петельки. Обратите внимание, у меня с этой стороны я начинала с первых 2 столбиков без накида, 2 петли с столбиками без накида, а потом уже делала дырочку для шнурка. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. С двух сторон сформировала дырочки для шнурков, вновь оставила открытую петельку, разворачиваю вязание на лицевую сторону, нить на изнаночной стороне. Петель у меня больше открытых нету, поэтому я буду использовать вот эту первую полупетлю. Подхватываю свою петлю и провязываю вместе. Точно так же, не закрепляя, начинаю вязать сначала 2 столбика без накида. Этим самым я буду укреплять дырочки для шнурков, так как вот это очень тонкое. Столбики без накида я их обвяжу в арочку, 2 столбика без накида, промежутки между петельками 2 столбика без накида, в арочку 2 столбика без накида и так далее. И последняя, третья петля, 2 столбика без накида. Перехожу наверх и обвяжу точно так же вверх пинетки и с другой стороны укреплю дырочки для шнурков. Посмотрите, что получается. Очень красивые дырочки для шнурков, обвязаны, очень-очень крепкие, поэтому при натяжении шнурка они не порвутся. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Укрепила с двух сторон дырочки для шнурков и вновь оставила петельку. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону, нить за работой и буду использовать с другой стороны вновь полупетлю, так как у меня нету свободных петель. Подхватываю
петлю и провязываю вместе. Это последняя заключительная работа. Мне нужно укрепить кант пинетки для того, чтобы он не растягивался. И, соответственно, еще больше укрепить петельки. Это я буду с изнаночной стороны делать соединительными петлями. Петли должны быть средние, не затянутые и не очень свободные. Посмотрите, что получается. Если сравнить две стороны, то эта сторона за счет того, что накладывается соединительные петли, она, естественно, утолщается. Идет утолщение. Плюс петля растянется на ту длину, которую вы сформировали, и больше растягиваться не будет. Этим самым край пинетки растянется на ту длину, которую вы сформируете, и больше растягиваться не будет. И точно так же дырочками для шнурков. Посмотрите, это двойное утолщение. Дырочка растянется на ту длину, сколько вы петель сформируете и как вы свяжете свободные или немножко затянутые воздушные петли. Все зависит от вас, какой величины будет дырочка. Я всегда вяжу плотно, потому что при натяжении всегда изделие при носке всегда растягивается. Я провяжу этот ряд самостоятельно, укреплю его соединительными петлями, отрежу нить и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, изделие готово. Я отрезала нить, завершила этот ряд, отрезала нить. И теперь мне остались несколько видов работы. Это присоединить подошву, ставить люверсы, если они у вас есть. Если нет, то посмотрите, как качественно смотрится это. Поэтому больших разочарований не должно быть, если нету люверсов. Перед тем, как привязывать подошву, я выворачиваю изделие наизнанку. Нужно удалить все вот эти ненужные хвостики, так как после привязывания подошвы это будет сделать довольно-таки сложно. Вот этот хвостик, это была первая петля, когда я начинала вязать. Я ее с внутренней стороны вывела наизнанку и немножко продвинула к серединке, для того, чтобы было удобнее обвязывать пинетку. Берем вторую подошву, она уже приготовлена. Прикладываю ее таким образом, чтобы у меня не скосила. Здесь немножко сложно по той причине, так как уже приклеена прослоечка. Я ориентируюсь вот на эти 3 петли, которые я провязала в последнем ряду. Намечаю. И маркеры, которые я использовала для вывязывания мыса, вот так с 2 сторон, этого достаточно, прихватываю, чтобы вязание не болталось. Обвязывать я буду со стороны подошвы, чтобы у меня образовались вот такие стежочки. Буду обвязывать соединительными петлями со стороны подошвы очень свободно, чтобы дать двум подошвам растянуться. Так как изделие еще новое, за полную петлю обязательно смотрю, чтобы было 2 полные петли. Если этого не сделать, случайно получится так, что или не забрали 2 полных петли, или взяли еще что-то лишнее, кроме 2 полных петель, тогда толщина изделия вот этого бортика будет заметна. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Обвязала подошву, вот так расправила пальцами, аккуратненько все это подтянула, вот так. Но этого еще рано делать. Я подтянула подошву, это очень важно, чтобы расправить ее, и оставила 2 остатка пряжи. Это начало, а это я закончила вязать. Беру остаток пряжи, который я заканчивала вязать, и вывожу вот вместе с этой нитью в одно место. Вот таким образом. Постараюсь нигде ничего не задеть, не зацепить, чтобы мне было удобно. Вот так. Вот у меня 2 остатка пряжи в одной стороне. Отворачиваю отворот от задней части и ищу точку, где мне надо забрать эти 2 хвостика вовнутрь. Связываю их между собой. Делаю 2 узла для того, чтобы быть уверенной, что не распустится. И крючком распределяю между подошвой и резиновой прослойкой вот эти хвостики. Делаю это я в разные стороны.
Вот так. Остатки пряжи отрезаю. Выворачиваю вновь и расправляю. Вот они все спрятались, ничего нету. Теперь я покажу, как я устанавливаю люверсы. Шнурок у меня уже связан, мы пока на нем останавливаться не будем. Люверсы у меня, если вам видно, на выходе, вот в самом начале, у них такие рисочки. Так вот они, когда вставляешь люверс, пряжу, вот они зацепляются. Я их смотрю со всех сторон, чтобы люверс ровно сел, чтобы нигде не было никаких зацеплений. Плоской стороной укладываю на плоскую сторону, а выпуклой стороной вот как раз на сам люверс для того, чтобы его развести в разные стороны. С определенным усилием нажимаю и вот получаю вот такой результат. Нигде не зацепляет, нигде ничего, очень хорошо прикрепила люверс. Вот таким образом мне нужно закрепить все люверсы, и потом я покажу вам следующий этап работы. Вот посмотрите, как выглядит эти изделия с люверсами. Конечно, это украшение, выглядит очень оригинально, красиво, но если их нет, то можно сделать какую-то аппликацию, придумать какие-то картинки, цветочки для девочек и так далее. Теперь мне остался шнурок. Изделие готово. Шнурок у меня связан. У меня на моем канале есть вязание такого шнурка. Двух видов. Это полый шнурок, он кругленький. И есть еще плоский шнурок. Я сейчас вам замерю, чтобы вы знали, сколько сантиметров. Так, 47 сантиметров, где-то 47-46 сантиметров. Теперь мы его вставим в изделие. Вот так. Немножко расправим, так как изделие очень новое. Все зависит от качества нити. Иногда заворачивается изделие, закручивается. И вот второе. Второй ботиночек. Посмотрите, как красиво получилось. Вяжется очень просто. К сожалению, хочу вам сказать, что ботиночки относятся к работам уже людей, женщин, мастериц, которые умеют вязать. Для начинающих это будет довольно-таки сложно, но если постараться, иметь терпение, то обязательно все получится. Я желаю вам хорошего настроения, получать удовольствие от вязания, дарить свои подарки, делиться своими знаниями, вязать для своих внучек, внуков и так далее. Будьте здоровы, мира вам, до свидания, до следующих встреч.